Здравствуй, случайный зритель. Ты находишься на канале ЛДМ, а это значит, что пришло время очередного обзора на новеллу. Сегодня это будет «Котовощий Джо», легендарная новелла про инвалидок, единственное вкрапление нормальности на 4чане. Без лишних предисловий, начнем обзор. Новелла начинается с того, что ГГ стоит на морозе, дожидаясь девушку, которая дала ему записку, в которой содержалось указание, собственно, ждать ее на улице. Когда она приходит, Хиса узнает в анонимусе свою одноклассницу Иванака. Пришла она с радостными вестями. Она, оказывается, испытывает к ГГ глубокую романтическую любовь. Однако для Хиса вести становятся слишком уж радостными, и от них он теряет сознание. После красочного опенинга с различными аппаратами жизнеобеспечения действие переносится на 4 месяца вперед. Хиса лежит в больнице и рассказывает нам о том, что в тот злосчастный зимний день у него произошел сердечный приступ, и врачи нашли у него аритмию. Но какое счастье, что его наконец вызволяют из больницы и отправляют в специальную школу. После 4 месяцев заточения в больнице внезапному вызволению был брат любой. Кроме нашего ГГ, который расценил помещение его в школу для инвалидов как акт угнетения. К счастью, твиттера у него нет, а значит и слушать его возражения никто не стал. Преодолев безумный эффект сопротивления отворот, Хиса приходит в школу, представляется полоса, не представляется по желанию игрока и знакомится с глухонемой старостой класса Сидзуни и ее подругой Мишей. Что характерно, Миша абсолютно здорова, не считая того, что она лесбиянка. Миша работает переводчицей для Сидзуни, и через нее староста объясняет нам заположник в Ямаку и предлагает пойти осмотреться. После увлекательнейшей экскурсии Хиса идет заселяться в общежитие и замечает там своего нового соседа, Кэнзи Сета. Приинтересный человек, скажу я вам, но подробнее о нем я вам расскажу потом, а сейчас Хиса принимает последнего здравомыслящего человека за шизика и отправляется спать. На следующий день Миша и Сидзуни уводят ГГ в столовую и там пытаются завербовать его в местный школьный совет. Спойлер, их там всего 2. Этим делом они будут заниматься фактически весь первый акт, и при выходе на Рут Сидзуни у них даже получится. Так или иначе, чтобы продемонстрировать свое могущество, Хакамичи и Микадо уводят Хиса в специальный кабинет, отведенный под школьный совет, и начинают играть с ним в риск. Несмотря ни на что Сидзуни выигрывает, Хиса подрывается, ибо опаздывает в библиотеку, но сбивается с пути и попадает в комнату к одинокой блондиночке, распивающей чай. Ее зовут Лилли, ее порок в том, что она совершенно слепа, что не мешает ей быть лучшей девочкой. До самого вечера они занимаются распитием чайных напитков, после чего уже вдвоем направляются в библиотеку. Там Хиса находит подругу Лилли по имени Ханака. Что примечательно, ее дефектом указаны шрамы от ожогов по всему телу, но как они делают ее инвалидкой, я так и не понял. Так или иначе, сразу после знакомства Ханака убегает, а Лилли отправляется ее искать. На следующий день Хиса, как ни в чем не бывало, идет по коридору, и в этот самый момент его сбивает быстро бегущая девочка. Ее зовут Эми, и ее дефект заключается в том, что у нее нет ног. Позже Миша отправляет ГГ в класс из-за добыть ей материалы для крафта. Хиса послушно отправляется в указанное место и встречает там безрукую девочку Рин. Она ест свой ланч, обзывает ГГ импотентом и ложится спать. А теперь, когда я познакомил вас со всеми персонажами, самое время рассказать о них поподробнее. Начнем с Сидзуни. Сидзуни Хакамичи, староста класса, где учится Хиса. Все в своей жизни она воспринимает как соревнование. Имеет батю Бздумера и брата Трапа. Один из самых реалистичных персонажей новеллы. Лилли Сата, наполовину шотландка.
ведет себя как аристократка, коей является. Очень быстро ко всему привыкает, будь то алкоголь или звездочка КС. Ханака Икедзава, безмамная няшка-стесняшка с заскоками. Что характерно, как персонаж она больше развивается в Руте Лилли, чем в своем собственном. Эми Ибарадзаки, самая быстрая бегунья из всех, кто скосплеил Джонни Джастара. Веселая и энергичная Лоли. Рин Тедзука, художница с тараканами в голове. Больше ничего про нее особо не скажешь. Кэнзи Сета. Шутки шутками, а у него даже есть свой рут, и он будет подраматичней всяких ваших концовок Сайори и Лены. Борец с феминизмом и милфхантер. Не женат. Катава Щиджо имеет целую коробку ост, из 46 треков. Один из них, Caged Heart, я использовал в своем видео с Курсит и Магис по Катаве. Кроме него есть еще огромное количество треков, которые я всем советую оценить. В Катаве имеется 12 различных хентай-сцен, по 3 у Эми и Лилли, по 2 у Сидзуни и Рин, и по 1 у Ханака и Миши. Анимации в них нет, но текстовое описание весьма неплохое. Некоторые говорят, что хентай в Катаве притянут за уши. Хочу спросить у этих умников, а как это в реальности у пар происходит? Нужно шестиконечную пентаграмму нарисовать, или что? Катава Щиджо – легендарная новелла. Не буду говорить за всех, но лично мне она помогла стать более толерантным. В любом случае, к прочтению рекомендую всем. Просто всем, без всяких «но».